Привет! Сегодня мы будем смотреть на видеокамеру для FPV дронов от компании Runcam. И на момент съемки данного видео это последняя камера из линейки Тамбов и называется она Тамб 2. Runcam Тамб 2. И на самом деле мне очень интересно, насколько сильно шагнула эволюция Тамбов, начиная с самой первой версии. Это, наверное, у меня версия 0. Данный тамп умел снимать видео только с разрешением 1080p. Это же устройство достаточно сильно шагнуло по своим характеристикам и умеет снимать видосы в 4К с частотой кадров 60 FPS. У нее есть на борту гироскоп, ну и вообще тут достаточно богатая комплектация. Давайте все-таки посмотрим, насколько эта камера хороша, а может быть нет. Ну, начнем мы, естественно, с распаковки. Камера не моя, мне ее любезно предоставил на обзор один хороший человек из нашей группы, а я бессовестно ее зажал. Уже, наверное, пошел второй месяц, как она у меня лежит на полке, и, в общем-то, наконец-то у меня дошли руки. Так что, Андрей, извини, пожалуйста, меня засранца. Давайте откроем эту коробку и посмотрим на саму камеру. Ух ты, камера достаточно прибавила в размерах и в весе. Она тяжеленькая. Если сравнить с своим младшим братом, мы видим, что размер у нас очевиден. Да и, собственно, форм-фактор изменился. Дальше в коробке у нас идет инструкция. Инструкция на английском, как обычно, и на китайских языках. Все функции мы будем рассматривать чуть позже подробно. Дальше у нас в пакете идет ТПУ крепеж в маунт, в GoPro Mount на FPV дрон. Да, здесь у нас и винтик, и гаечка, и, собственно, нижняя часть, и та часть, куда мы должны будем установить камеру. Это очень хорошо, это прям вот, блин, лайкос и плюс. Ух ты, здесь еще у нас 4, нет, 3 вида фильтров. Я же говорю, богатая комплектация. 3 вида фильтров, значит, фильтр под номером 24. Если честно, я не знаю, что это такое. Номер 24 просто написано. Это какие-то ND-фильтры. Не знаю даже, насколько стопов данный ND-фильтр. 24. На другом написано, что написано 16. Наверное, это ND16. ND24. Вообще первый раз такой фильтр вижу. ND24. Странно. Обычно ND16, ND32, но это, наверное, 8 должен быть. Так, да, 8. То есть ND8, ND16 и ND24. Весьма странная какая-то градация. Ну, ладно, у Runcam, видимо, свое видение, как работает данная камера и какие фильтры для нее нужны. Здесь у нас два проводка. Эти проводки нам необходимы для того, чтобы мы могли запитать и управлять камерой. Есть два варианта подключения при помощи вот такого Type-C разъема, который у нас здесь, соответственно, выходит на 4, нет, на 5 проводов. Значит, 5 проводов это у нас, соответственно, питание плюс-минус, видео и RX-TX, который появится на UART. При помощи данных двух проводов мы можем управлять функциями камеры. Какими, будем об этом говорить чуть позже. И вот такой вот тоже проводок. Здесь у нас 3 пина. Потому что здесь у нас используется только питание плюс 5 вольт земля и желтый ПВМ сигнал. При помощи этого ПВМ сигнала мы также можем управлять камерой, включать, выключать запись, возможно делать фотографии, то есть переключать режимы. Андрюха, извини, но я сниму вот эту штуку. Давайте посмотрим на камеру поближе. С обратной стороны у нее есть вот такая вот крышка. В крышке есть ряд вентиляционных отверстий. Крышка фиксируется
корпусу одним винтом. И вот с этой стороны у нас есть технологическая выемка, что, собственно, подразумевает, что если вы открутите данный винт, вы можете крышечку приподнять и тем самым получить доступ к внутренностям данной камеры. А также здесь у нас есть трехпиновый разъем для подключения вот такого проводка. Для чего этот проводок я объяснял ранее. Смотрим с этой стороны, здесь у нас разъем Type-C. Вот с этой стороны у нас есть также вентиляционные отверстия и слот для SD-карты. SD-карта поддерживается максимально 256 гигабайт. Сверху тоже есть вентиляционное отверстие. То есть, в принципе, корпус камеры достаточно неплохо должен вентилироваться. Но я думаю, что он достаточно неплохо должен греться. С фронтальной стороны у нас есть отверстие для микрофона. Вот такая вот кнопка, как бы скрытая, и LED-индикатор, который показывает нам, в каких режимах находится камера. Снимает, не снимает. В общем, светится она разными цветами. Также на объектив у нас надет, вот в данном случае, защитный фильтр. Он снимается очень просто. Мы просто надавливаем, поворачиваем и снимаем. Получаем доступ к линзе. И таким же образом мы можем сменный фильтр установить. Вот я взял для примера какой-то фильтр из комплекта. И давайте его поставим. Также вот он ставится очень просто. Чуть надавливаем и фиксируем. Все, фильтр установлен. Очень удобно, в принципе, сам фильтр устроен таким образом. Здесь вот, конечно, видно, наверное, хуже, но вот давайте попробую показать вот на этом. Смотрите, стекло как бы зажато вот такими вот зажимами, да. Ну, собственно, получается, если мы вот этот фильтр разобьем каким-то образом, по идее, можно, если у кого есть такая возможность, что-то вытащить сюда, да, и вот таким же образом зафиксировать. Мне кажется, ну, это удобно. Ну, хотя я бы не стал заморачиваться там изготовлением вот этих вот стекол. Проще, мне кажется, купить набор вот таких вот фильтров уже готовых. Ну что, наверное, надо поставить камеру на коптер, посмотреть, как она снимает. Для этих целей я подготовил вот такой вот ВУП, это PAVA 25, я его подразобрал слегка, скажем так, и использовать для подключения к полетному контроллеру данного ВУПа я буду использовать вот этот вот проводок. Напомню, здесь у нас необходимо подключить 5 вольт, землю, это у нас будет питание. Это появится на UART, это RX TX. Эти два проводка нам позволят управлять камерой. И вот этот видеосигнал, он на самом деле может быть... Это видеовыход с данной камеры. И самый прикол заключается в том, что если вы данный видеовыход подадите на вход VTX, да, если у вас аналоговый VTX используется, здесь же у меня используется цифровой, это как бы не мой случай, но если аналоговый, вы можете подать видеовыход, видеосигнал с этой камеры на видеовход вашего передатчика и использовать данную камеру как курсовую. Это тоже прикольно, но, например, в данном случае мне не очень интересно. Возможно, кому-то это будет нужно. Все, подпаялся я на полетный контроллер, подсобрал ВУП. Вот таким вот образом выглядит TAM-2, установленная на PAVA 25. Вполне себе гармонично она здесь смотрится. Мне вообще, в принципе, все нравится. Ребят, производитель рекомендует использовать именно вот этот вот проводок. Я сейчас приложу схему еще раз, как его подпаять на полетный контроллер. У всех полетные контроллеры, естественно, разные. Вы будете использовать данную камеру на разных дронах, и полетники там разные. Но принцип пайки везде одинаковый. Вы на своем полетном контроллере выискиваете свободный UART-порт. У меня в данном случае это UART-3. Паяете, соответственно, RX на TX, TX на RX и паяете питание, землю и 5 вольт. Тут немаловажный факт. Именно 5 вольт, потому что камера питается именно от этого напряжения, не больше. Если, не дай бог, вы запаяетесь случайно на бэк 9 вольт, то вы, в принципе, имеете все шансы спалить данную камеру. Я уж не говорю про какие-нибудь 12 вольт. Запаять камеру на полетник недостаточно, необходимо еще произвести некоторые настройки в Betafly. Я вам сейчас покажу, какие настройки необходимо сделать в Betafly для того, чтобы управлять немногочисленным функционалом данной камеры.
Сейчас я продемонстрирую, что, собственно, чем, собственно, можно управлять с пульта управления. Давайте подключим питание на ВУП. Камера у нас загружается, мигает зелененький индикатор. Все, камера загрузилась, красный индикатор горит постоянно. Я завел две кнопки, именно два канала завел, да, под соответствующие функции. Первая функция, первая кнопка у меня включает, выключает запись, то есть делается это таким вот образом. Нажимаем и еще раз нажимаем. Начинает мигать индикатор, говорит о том, что запись у нас пошла. Для того, чтобы ее остановить, мы еще раз нажимаем и еще раз нажимаем. Все, запись прекратилась. Второй функционал, вторая кнопка у меня переводит камеру в режим программирования по QR-коду. Это вообще отдельная тема, тоже сейчас чуть позже покажу, как это вообще происходит. На самом деле это прикольно. То есть нажимаем кнопку. Загорается зеленый индикатор, камера готова считывать QR-код со своими настройками. Когда камера считает, загорится здесь красный индикатор. Но если мы хотим, допустим, ничего не считывать, да, а выйти просто из этого режима, еще раз нажимаем на эту кнопочку. Вот, собственно, и все управление, которое мы можем сделать с аппаратурой управления. Давайте перейдем к настройкам. Я покажу сейчас в Betafly, что я настроил для того, чтобы у меня работали вот эти вот каналы. Переходим в конфигуратор. В конфигураторе переходим во вкладку Ports. Здесь у нас, как я уже говорил, используется в данном случае у меня UART3, поэтому в третьем UART мы в колонке Peripherals выставляем вот такой вот параметр: камера Runcam Protocol. Все, нажимаем Save и Reboot. У нас все это дело перезагружается. Потом мы переходим во вкладку Modes. Здесь нам необходимо установить два мода. Первая — камера Power Button Control, и вот этот камера Change Mode. Обязательно, чтобы у нас ползунки находились вот в этом диапазоне от 1800 до 2100. Два канала мы назначаем. Я выбрал от балды какие были у меня свободные. Это вот третий и второй. И, соответственно, вот этот вот канал у меня включает-выключает запись. А вот этот вот канал у меня переключает камеру в режим программирования при помощи QR-кода. Вот, собственно, и все настройки. А теперь давайте поговорим о том, как конфигурировать данную камеру, как менять в ней настройки. В общем, делается это при помощи вот этого приложения Runcam, которое вы можете скачать, сосканировав QR-код в инструкции или с сайта непосредственно Runcam. Значит, заходим. Вот так вот выглядит это приложение. Вам здесь на самом деле надо выбрать камеру. Здесь их дофига. Заходим, выбираем вот из этого перечня именно Runcam там 2. И нажимаем кнопочку QR-кода Configuration. Нажали. И здесь у нас, собственно, всего лишь две вкладки. На первой вкладке у нас можно управлять видео, то есть здесь вот мы рекординг мод можем выбрать, либо мы записываем, собственно, до заполнения карты и останавливаемся, это normal recording, или loop recording, то есть когда у нас заканчивается объем карточки, все это начинает писаться по кругу, затирая старые записи. Также мы можем выставить качество видео, оно может быть high, medium или low. Разрешение, посмотрите здесь, какое огромное количество, какой огромный список разрешений, то есть от 4К 60 FPS до 1080p 60 XV. Вот честно, не знаю, что это такое, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я гуглил, не нашел, что это за XV такое. Автоматический рекординг. Вот этот вот ползунок мы ставим, и при включении питания на, соответственно, подача питания на камеру, камера автоматически после загрузки начинает писать на флешку. Ну, у меня пока выключено, так и оставим. Значит, управление звуком. Можно, значит, поставить подавление шумов, можно по умолчанию писать микрофон, а можно, соответственно, высокую чувствительность микрофона выставить параметр high.
Стабилизация. Это вот вообще отдельная тема. В камере есть гироскоп. Мы ее можем выключить. Может быть режим нормальной стабилизации с суперстабилизацией. Я не знаю, что это такое. Это нужно будет сейчас проверять. И просто гироданные будут писаться. Вот, значит, здесь у нас есть небольшое напоминание, что стабилизация не может быть записана с разрешениями 4К 30 FPS с картинкой 4 на 3. И, в общем, вот такими параметрами, которые вы видите на своем экране далее. Значит, управление дисторсией, то есть можно выпрямить дисторсию объектива, ну, тоже оставлю. Автопоwer on, то есть при подаче питания камера автоматически включается, а может и не включаться, если мы галочку вот эту вот уберем. А следующая вкладка у нас управляет параметрами записи видеоизображения. Здесь мы можем повернуть камеру под теми углами, какие вы тут видите, да, то есть камера может быть установлена по-разному. Управление saturation, хоть убей и забыл, что это такое, сейчас сделаю здесь напоминашку сам себе. От 1 до 6 она, значит, меняется, ну, стоит трешкой, бог с ним. Экспозиция, управление экспозицией можно сделать потемнее, посветлее картинку тоже, но это для таких гуру прям совсем уже, которые прям снимают там, выставляет там выдержку, там, блин, вот эти все параметры ISO и так далее. Контраст также можно подправить от 1 до 6. Четкость, sharpness, высокая, средняя, низкая и ультра низкая. Ультра high, ультра высокая. Значит, метод замера экспозиции, это я еще из фото-хобби своего помню. Average усредненный и центровзвешенный. Ну, тут опять же говорю, это для гуру, прям, которые выставляют все вручную, все параметры. Баланс белого у нас стоит авто, а можно выставить вот такие параметры. Солнечно, облачно, там такой свет, секой свет, в общем. Управление ISO, либо авто, либо максимальная ISO у нас до 3200. И, значит, шаттер это у нас выдержка, стоит на авто. Ну, можно выставить вот такие параметры. 1/1200 секунды. Ну и стандарт записи NTNC или PAL. Все. Все настройки, как бы они здесь вот все налицо. Как теперь сюда их заносить? Смотрите, самый наглядный способ вам это показать. Допустим, по умолчанию у меня камера автоматически начинает, загружается, да, и как бы просто в ожидании находится, горит красный индикатор, она ничего не записывает. Давайте сейчас проведем такой эксперимент. Мы включим автозапись. Во-первых, я вам сейчас покажу, да, еще раз запущу ее. Вот она загрузилась, и она у нас не пишет, а в режиме ожидания находится, ждет до тех пор, пока мы не подадим, либо не нажмем на вот эту кнопку, да, вот так вот начнем запись. Вот. Либо не включим запись с аппаратуры управления. Ну, можно сделать так, что камера сразу будет записывать. Давайте мы выставим вот этот вот значок авторекординг, нажмем Generate код. Так, ну, не будем напоминать. Все, значит, приложение сгенерило код конфигурации. Здесь есть параметры, которые сейчас у нас будут в камеру запиханы. Также можно их проверить, посмотреть. Вот, теперь нам этот QR-код нужно показать камере. Включаем камеру. Так, значит, у меня сейчас аппаратура выключена, но войти в режим программирования можно из кнопки двойным нажатием. Вот. Двойное нажатие зажигает у нас зеленый индикатор. И мы просто берем вот так вот, показываем камере. Минимальное расстояние 25 мм должно быть. Все, загорелся красный индикатор. Камера считала свою конфигурацию. Теперь мы можем сделать вот таким вот образом. Ну, давайте выключим коптер. И опять подадим на него питание. Сейчас у нас при подаче питания на коптер камера должна загрузиться и сразу начать снимать. Все, видите, запись пошла. Значит, соответственно, настройки камера считала. Вот таким вот интересным способом все это можно настроить. Блин, как по мне, но это просто офигенно удобно. Просто офигенно удобно.
Ну а теперь давайте отправимся на локацию, посмотрим, как эта камера снимает. Меня в первую очередь интересует в режиме стабилизации, вот эти вот различные, которые только что я вам показал, да. Поснимаем и отставим картинку. Снимать я буду сразу с максимальным разрешением 4К 60 FPS. Ну, в общем-то, ниже снимать я, если честно, не вижу смысла, поэтому с разрешением экспериментировать не будем, а просто посмотрим, как она стабит картинку. Все, go на локацию. Первый полет был выполнен с отключенной стабилизацией. Режимы стабилизации, в которых я буду летать, отображены в правом верхнем углу экрана. Пожалуйста, обращайте на них внимание. Настройки камеры вот такие, то есть настройки по умолчанию. Все в авто. ISO авто, шаттер авто, баланс белого авто. Картинка не обработана, то есть никакой постобработки не было. Сейчас вы видите то, что записывает камера на SD-карту. Следующий режим, который я проверял, это был режим стабилизации Normal. Вот сейчас камера в него переключилась, картинка стала более плавнее, камера начала обрабатывать собственными ресурсами изображения и стабилизировать его. Это, конечно, не Insta360, но более-менее приемлемо. Что мне не нравится, то что камера очень плохо работает с контрастными изображениями. Сейчас у нас абсолютно провальные тени, то есть деревья, как видите, темные, снег белый, небо, соответственно, белое, и деревья на фоне неба, они, в общем-то, провалены. Следующий режим — это суперстабилизация. Я не знаю, вы видите какое-то отличие? По мне, в общем-то, отличия нету. Ну да, в принципе, более-менее стабильно, ровно картинка идет. Тут еще, в принципе, все зависит от рук. Вот. Но вот сейчас, смотрите, будет обработка GeroFlow, то есть обработка картинки уже после того, как я полетал, я скормил все это дело GeroFlow. И мы видим, что небо и земля. Ну, кроме того, что у нас очень контрастное изображение, да, прям темные деревья. В общем-то, едем как по рельсам. То есть, ну, это просто офигенно. Вот я считаю, вот это вот уже более-менее приемлемое изображение, которое можно куда-то выложить, сделать какой-то синематик, полетать и, в общем-то, не стыдно показать, да, при том, если вот у нас, в принципе, хотя бы освещение более-менее было. Сейчас вот все темно и, в общем-то, все печально, к сожалению. Но картинка вот так вот мне нравится, как она стабилизировалась. В общем, супер. Подведем итоги. Камера мне понравилась. Небольшая, компактная, легкая, всего лишь 27 грамм. Вполне себе применима на вупах, да и в принципе на любых коптерах с установленной аналоговой видеосистемой или с цифровой видеосистемой, например, от Cadix, где не хватает записи футажа в 4К 60 FPS. С этим камера справляется на все 100%, тем более, если вы будете писать данные отдельно, видео отдельно, а потом все это в GeroFlow соединять, вы получите очень неплохую картинку. Камера имеет достаточно большое количество настроек. Вы можете поднастроить параметры так, чтобы получить для себя идеальную картинку при соответствующих условиях съемки. Да? Камера имеет 3 фильтра в комплекте. Это, несомненно, плюс. Несомненно, минус этой камеры — это вот этот вот разъем. Если вы его будете использовать, то, по моему мнению, при краше, да, кстати, насчет крашеустойчивости этой камеры я тоже ничего не могу сказать. Мне кажется, она не очень крашеустойчива, да, и, в принципе, не очень влагозащищенная. То есть, если вы упадете в лужу, вы, скорее всего, можете огрести достаточно большое количество проблем. Вот. Так вот, насчет вот этого вот разъемчика, да, если у вас произойдет краш, какой-нибудь боковой удар, вы вполне себе можете сломать его. А тут вот у нас, скорее всего, какая-то плата, вот, и поэтому этого разъема, этого подключения вы можете очень быстро лишиться. Да, есть вот возможность подключиться с этой стороны. Здесь у нас немножко другой функционал управления. Я не стал о нем делать видео, вставку, потому что это на самом деле еще больше бы увеличило хронометраж данного видео. Единственное, могу сказать, что если вы подключитесь
при помощи вот этого разъема вы сможете управлять включением-выключением видеозаписи и выполнять фотографии. Хотя я не совсем понимаю, для кого это нужно фоткать что-то вот с FPV-коптера, да. Что вы не сможете переключать камеру в режим программирования, да, то есть в режим чтения конфигурации. Но это можно будет делать, в принципе, с кнопки. Вот что касается вот этого разъема, это вот, как мне кажется, самая хлипкая вещь. А что касается цены, цена, в принципе, неплохая. Цена, по-моему, там до 100 баксов, что-то 99 долларов, что ли. Вот эта камера сейчас стоит 45 долларов, да, но эта камера вообще ни о чем, она ничего не умеет. У него есть только разъем питания вот с этой стороны, поэтому про эту камеру забыли. Есть промежуточная камера Pro. К сожалению, о ней ничего не могу сказать. Рекомендую ли я к покупке данную камеру? Ну, наверное, да. Если у вас аналоговая видеосистема или видеосистема от Caddx. Но если вы летаете на цифровой видеосистему DJI O3, и у вас преобладает данная видеосистема на коптерах, то покупка данной камеры вообще никакого смысла не несет. То есть я бы сказал, что DJI O3 снимает лучше, чем вот этот вот Runcam. Все, ребят, на этом все. Как всегда, спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, заглядываем в описание, пишем комментарии, ставим лайки, дизлайки. Не забываем про телеграм-канал. Также подписываемся на канал на Рутюб. Ну и, если кто желает, на Дзене. Все, всем пока. До новых встреч.